Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим снова о близнецовых пламенах, и я отвечу на вопрос, который мне задают на канале. Сейчас вы его увидите на экране. Есть такое понятие бегун и догоняющий. Можно ли близнецовые пламена так охарактеризовать? Попробуем разобраться. Из-за того, что эти отношения складываются долго и сложно, обычно отношения развиваются медленно. И на каких-то этапах этого развития действительно один из пары начинает уходить из этих отношений. Бывают случаи, когда человек сразу отрицает. Вот они встретились, познакомились, условно, допустим, встретились на работе, понравились друг другу. Вначале каждый из близнецов, он реагирует позитивно. Это радость. Они чувствуют, что они встретили наконец-таки друг друга. Но потом начинается отторжение. И у одного из партнеров бывает реакция отрицательная. То есть человек не видит возможности принятия этих отношений. Он как бы себе говорит: я не могу изменить свою жизнь, и я не вижу будущего. Поэтому его можно условно назвать бегуном. Он уходит из этих отношений. Он отталкивается, он может игнорировать, он может пытаться время от времени идти на контакт, а потом будет все время отрицать природу этой связи, потому что она часто будет восприниматься бегуном как привязка, как цепи. А вот второй близнец, вторая половинка реагирует по-другому. Она либо изначально принимает, но вот у меня в моей практике очень много ситуаций, которые, к сожалению, но развиваются именно по такому типу. Когда один партнер уходит, он время от времени общается, но каждый раз он как бы пытается расстаться, ставит точку. Либо он не подпускает к себе близко, то есть ничего не обещает. А второй партнер, он наоборот готов отдать все. И большое заблуждение, когда люди делают выводы, что препятствием является, допустим, брак у одного из партнеров. Нет, часто, вот очень часто я сталкиваюсь с обратной реакцией, когда один из близнецов, который находится в официальном браке, да, то есть, допустим, там, женщина, она замужем, и она готова все изменить в своей жизни, она готова пересмотреть свои взгляды, она готова цивилизованно выйти из отношений, которые, в принципе, уже не развиваются, они деградируют, но при этом ее мужчина, он не готов принять ее, он не готов за нее бороться, он, наоборот, отпускает. Он считает, что это не та история. Почему? В большинстве случаев вот по такому сценарию бегун и догоняющий развиваются отношения близнецовых пламен. Ну, во-первых, потому что это всегда выбор, то есть людям дается возможность выбирать, когда они придут друг к другу. И в каждой ситуации есть определенные окна. Да, вот, это как остановка, можно выйти на ней. Можно прийти к гармонии, можно быть друг с другом, а можно снова куда-то там ехать. Да? То есть эти отношения, они все время пролонгируются, они не завершаются, потому что любовь, она сама по себе у них бесконечная. То есть она вот действительно вечная, эта любовь. И когда они разбираются, рано или поздно, то и бегун, и догоняющий, они в итоге приходят к гармонии, потому что бегун, он устает просто-напросто убегать из этой ситуации, а у всех это видение, оно приходит по-своему. У кого-то там через 10 лет, у кого-то через 5-7 лет, кто-то и 15 лет все еще бегает от этих отношений. Но это не означает, что бегун – это обязательно тот, кто находится в браке. Еще раз, есть такие встречи у абсолютно свободных людей. Я об этом уже рассказывала. Просто мешает им принять друг друга их принципы. Вот у меня была одна ситуация, когда мужчина, свободный мужчина, познакомился с женщиной, а у нее 2 детей. Она свободна, он свободен.
Но он посчитал, что она не та женщина, она ему не подходит. Во-первых, она была его ровесница, а ему за 40. Он был настроен на то, что он свяжет свою судьбу с молодой девушкой, у которой нет детей. И вот эта вся ситуация, она просто затягивалась из-за того, что он не принимал. Он и был тем самым бегуном, он уходил. Он боялся контакта, он когда видел вот эту вот женщину, которую он так безумно любит, он даже не мог с ней разговаривать. Иногда он проходил мимо и с ней не здоровался. А все когда-то начиналось с того, что он был преподавателем танцев, она пришла на эти танцы, попала в его группу, стала учиться. Он в итоге все бросил, прекратил заниматься этой деятельностью, хотя всю жизнь, да, свою посвятил именно танцам, поэтому у него был свой кризис. Когда он вернулся снова, она уже не была в этой группе, то есть это прошли годы, она отказалась, ушла к другому преподавателю. И вот эта вся история, она затягивалась, и она даже сейчас, вот спустя несколько лет, она не разрешилась, потому что говорить нормально, честно, открыто он не может, но он понимает, что он ее продолжает любить. Так вот, эта история, она все равно закончится хэппи-эндом. Почему я так уверена? А потому что любовь, она никогда не отпускает, ее нельзя недооценивать. Вот у близнецовых пламен она держит очень крепко. Но сейчас мы говорим вот о том, как ведет себя именно бегун в отношениях. Но есть ведь догоняющий. Так вот, догоняющий — это тот, кто принимает эти отношения сразу. Он осознает, что это его судьба, он осознает, что это вот та мега-встреча, ради которой надо меняться, надо менять свою жизнь, свои взгляды, привычки. Он с большей ответственностью относится к ситуации, и он еще больше страдает, чем бегун. Потому что бегун, он отрицает, он пытается заменить эту ситуацию чем-то другим. И время от времени у него это получается. Догоняющий, он его как бы все время преследует. Он преследует, и он не дает возможности бегуну подумать. И, кстати, если вы сейчас находитесь в роли вот догоняющего, так называемого преследователя, я советую вам все-таки ситуацию чуть-чуть отпустить. Постарайтесь понять чувства, эмоции вашей половинки, почему он уходит, почему он не готов принять вас. Потому что у человека какие-то свои принципы. У него сейчас, да, может быть, на текущее время нету видения вот этого совместного будущего с вами. То есть человека надо отпустить. А во многих случаях, когда я вот работаю с догоняющим, то есть вот обращается ко мне человек, и он в паре именно догоняющий. Это может быть мужчина, это может быть женщина, не суть. И очень сложно человека остановить. Ему кажется, что вот он, если не будет звонить, не будет писать своей любимой, да, например, мужчина, он говорит, я ее потеряю, она же меня забудет. Как это я могу ей позволить меня не слышать и не видеть? Как? Или женщина, допустим, как вот мне изменить ситуацию? Я объясняю. Допустим, вот они работают вместе, я объясняю, вот вы видите, человек вас игнорирует, он с вами не общается, он к вам относится, так, как будто бы вы для него ничего не значите. То есть он закрылся на определенном этапе этих многолетних сложных отношений. Так его надо отпустить, отпустите себя из ситуации, поживите для себя, вернитесь к себе. Да, это очень сложно. Но если этого не будет, вы лишаете бегуна, своего близнеца, возможности подумать и принять эту ситуацию. Вы его все время как бы тревожите. И это тоже не дает выхода. Получается, это какой-то такой лабиринт. Вы не знаете, как в этом лабиринте действовать. То есть там нет указателей. Вы просто по этому лабиринту ходите, и толку никакого. Поэтому надо иногда остановиться, задать себе вопросы, почему я в этой ситуации, зачем я в ней нахожусь, да, если это ваш, вот, действительно карма, вот ваш близнец, вам надо все это в первую очередь принять и довериться времени, потому что время – это наш союзник. Может быть, кто-то не согласится, это ваше мнение, ваш выбор, и
Естественно, я сейчас никого не убеждаю, я лишь только делюсь своим опытом, основанным на многолетней практике. Ну, если у вас будут еще какие-то вопросы ко мне вот по этой теме, если вы желаете разобраться в ней, пожалуйста, пишите под этим видео, делитесь своими комментариями, нравится видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таяна. Всего вам доброго.